Приветствую вас на этом канале, ребят. В этом видео вы увидите, как я строю лагерь в минимальных условиях, разжигаю костер огнивом, готовлю ужин. Приятного просмотра. Приехал в деревню, оставляю машину возле главной дороги, а сам до деревни около 800 метров иду пешком, поскольку дорогу замело, и на машине уж точно на этой легковой проехать невозможно. Поэтому этот путь совершу пешком. Чтобы вы понимали, насколько здесь иногда глубоко. Я сейчас откопал сугроб по колено. Мой рост около 1,94 м. То есть вы понимаете, человек не низкий, но при этом мне вот сугроб по колено. Не знаю, увидите, не увидите. Там стоит косуля, бежит. Вот она сейчас за кустами и выбегает из кустов. Дошел до деревни. Посмотрите, сколько. О-хо-хо! Какая красота! Здесь тоже, видите, как надуло. Сейчас заходим в дом, добираем нужные вещи, переодеваемся и тогда идем в лес. Я собрался. Сейчас наступает самый ответственный момент. Самый ответственный момент, и я уже потерял перчатку. Здорово. Как вы поняли из названия видео, это мой первый раз в лесу. Вообще, конечно, для меня отдых на природе — это не что-то новое. С отцом очень часто выезжали на природу, но это было с палаткой. Но вот так, чтобы в одиночку уйти в лес без палатки, с минимальной экипировкой, это впервые. Страшно, есть немножечко, но я думаю, мы справимся. Самое страшное в таких походах зимой — это, конечно же, сама зима. И это минус, это снег, это мокрая одежда. Сейчас моя задача — найти самое подходящее место. Что значит подходящее? Поскольку у меня нет палатки и у меня с собой только тент, я бы хотел, чтобы в моем идеальном месте было бы как можно больше сухих деревьев, не толстых. Как правило, это ель, елка, которую можно спилить, заготовить дрова. Нашел очень интересную елку. Видите, как она упала? Как крыша. Эти ветки можно было бы убрать, обрубить дерево топором, убрать все снизу, убрать снег. Здесь натянуть тент, и здесь можно было бы ночевать. Но трудность будет в том, что будет очень сложно сжечь костер. Потому что здесь рядом много деревьев, это во-первых. А во-вторых, здесь очень мало ресурса относительно. Очень интересная картина. Как видите, здесь была лежанка, а также фекалии. По размеру это лось. Вот еще одно доказательство того, что тут был рогатый. Их следы. Делают они для того, чтобы добрать нужные минералы. Еще одна лежанка, как видите. И, кстати, здесь, отличие от предыдущей, здесь можно разглядеть следы. Видите? Копыта. Раз. И копыта два. Всем известная береза, ее кора — это лучший труд для розжига костра. Даже неопытный человек с помощью коры березы, вот знаете, вот это вот молоденькие березы, у них кора, она как бумага отслаивается. Вот с помощью нее можно очень легко разжечь костер. Поэтому
Я сейчас ее наберу, потому что я не знаю, будет ли береза дальше. Я ее наберу, положу в карман, она немного подсохнет, и у меня будет идеальный труд для розжига. Вот, видите? Вот она как бумага отслаивается. Она очень-очень нежная. Так что находите березу, не проходите. Берите ее на всякий случай. Кладите в карман, и у вас всегда будет запасной вариант. И очень рабочий, что самое главное. Скорее всего, я нашел место для нашего лагеря. Во-первых, почему мне нравится это место? Видите, упала елка, причем еще свежая. На ней еще есть лапник. Очень пригодится, я думаю, нам. Мы его положим под коврик, чтобы было мягче спать. А также посмотрите, сколько тут ветровала. То есть есть толстые, есть тонкие. Это идеально для нас. Ну что, будем искать место и будем разбивать лагерь. Как и обещал, надо нарубить лапника, чтобы спалось помягче. Принес тент, скидаю все в тент и по типу мешка отнесу все в лагерь, и тогда там все расстелю. Да, эта елка мало того, что мне поможет скомпенсировать вот эти все бугры, которые образуются за счет неровных вот этих вот пролетов, так скажем, назовем их, вы меня поняли. Также елка создаст дополнительный термослой, который защитит меня от холода с земли. Вот здесь, между этими деревьями, где оно? Так, вот это и вот этим ближайшим, я хочу сделать стенку. Так называемый рефлектор, который поможет мне отражать тепло. Плюс у него есть дополнительная функция, это сохранять меня от ветра и, соответственно, от какого-то потока снега, который идет вместе с ветром. Частично первая стенка готова. В идеале вообще, чтобы рефлектор был вообще без зазоров. Видите, у меня достаточно много их. Но на эту зиму хватит.
на эту ночь. Поскольку ночь, я думаю, что не будет такой холодной, не такой ветреной. Снизу я еще засыплю снегом, утрамбую здесь, чтобы хотя бы снизу не подувало на уровне моей головы, когда буду спать. Вот. А так, в принципе, этого хватит на самом деле. И еще один рефлектор мы поставим вот здесь, вот, с этой стороны, вот здесь. Поскольку вот на этом пересечении, в этом углу, будет костер. То есть две стенки будут отражать тепло. Минимально, но будут. Поэтому эффективность этого костра будет, ну, скажем, по максимуму. Вот. Так что мне нужно сейчас заготовить еще дров, жердей на эту стенку. И, в принципе, лагерь готов. Я положил подстилку, так скажем, из маленьких веточек. Для чего это вообще сделано? Для них я буду разжигать костер. Потому что если вы будете разжигать костер сразу на сырой холодной земле, огонь с большой вероятностью не разожгется так быстро или вообще не разожгется, потому что вся влага, вся сырость будет подниматься вверх и таким образом тушить костер. Поэтому всегда, перед тем, как разжечь костер в таких условиях, всегда сначала кладите какую-то вот деревянную подстилочку и потом уже тогда зажигайте, разжигайте костер. И поверьте, удачи у вас будет больше. Сейчас будет самое сложное. Это развести костер. Для этого у меня есть огниво. Сегодня мой челлендж — это разжечь костер именно огнивом. Так, огниво есть. И достаем ту березовую кору, бересту, которую мы тогда с вами нашли. Так, вот она. Она у меня в кармане немножечко подсохла. Ну, давай. Нет, 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 нет. Дела такие. Я разжигал, наверное, минут 10. Я решил отключить камеру. Думал, ладно, попробую, посмотрю, что не так. Я отключаю камеру. Буквально на второй, так скажем, маневр, у меня разжигается костер. А что еще хуже, так это то, что у меня береста сгорела. Ее надо было брать больше. Так что, ребят, единственный вариант сейчас — это идти искать бересту. Сейчас березу найти мне будет крайне-крайне сложно. Ну что, раунд 2. Так. Да, 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 да. Так, не будем терять время. Кушать хочется, поэтому сейчас мы все выложим здесь. На ужин у нас будут макароны с котлетами. Мы с вами пойдем сейчас наберем снега в кастрюлю. Ставим здесь поближе. На десерт у меня будет напиток из клюквы, ой, не клюквы, а смородины. Из черной смородины. Это по типу глинтвейна, только он безалкогольный.
Согрелся мой глинтвейн безалкогольный. Запах просто обалденный. Вау. О, да. Такой прям концентрат ягод. По местному у нас уже 21-24. И давайте посмотрим, что у нас вообще по температуре. Я тут подальше от лагеря поставил. Да, все так же. 12 градусов. Ну что, ребята, увидимся с вами завтра утром. Всем спокойной ночи. До завтра. Доброе утро, ребят. Эта ночка была достаточно сложной, так скажем. Все-таки решил подкидывать костер. Даже не подкидывать. Я встал ночью, разжег его заново. Вот. Это было сложно на самом деле. Холодно. Но спасло реально, что было тихо и безветренно. Если был бы еще снегопад, ветер, я не знаю, что бы я делал на самом деле. Ну, очень сложно. У нас сейчас на часах где-то, по-моему, 8:08. Вот, так что сейчас завтракаем, собираемся и идем домой. На завтрак у меня фасоль или бобы в томатном соусе. Колоритно, вкусно и то, что я люблю. Не знаю, пару комментариев насчет ночи. В принципе, я сказал все. Было холодно, я просыпался, спать сладко не получилось. Было настолько холодно, что я даже решил в 4 утра встать и разжечь костер заново. Хотелось бы кровать пошире на самом деле. Наверное, в следующий раз сделаем кровать пошире. Лапника можно было бы накласть больше. В принципе, я живой, это уже хорошо. Меня это уже радует. Ну что, спасибо этому месту за гостеприимство. Разламывать я ничего не буду, потому что, возможно, я сюда еще вернусь. Ну что, ребята, спасибо, что досмотрели это видео. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Впереди нас ждет еще очень много интересных историй, ночевок. Если вам есть что добавить, прокомментировать, если вы опытный в теме бушкрафта, выживания, не стесняйтесь, пишите, что я сделал не так, что можно улучшить. Этот канал для того, чтобы учиться. Всем пока!